Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить убийство Бенсрика. И если честно, я даже не уверена, как долго еще будет идти игра. Я не знаю, может быть, я вообще могу уехать в любой момент и тупо выбрать того, кого посчитаю нужным. Но в любом случае, я еще никого не выбрала. И нам нужно, во-первых, канализацию зачем-то. Зачем? Не грибу, зачем? Зачем в канализацию? А реально, зачем нам в канализацию? Окей, канализация — это другой вопрос. У меня есть 3 ключа. Старые ворота. Это я поняла, куда. Вот это, скорее всего, от канализации. Вот этот ключ от какой-то шкатулки. А я не знаю, что же за шкатулка. Вот этот ключ до сих пор не использовала. В больнице я тоже до сих пор не сделала кучу всего. Пошли, знаете, куда? Пошли в особняк. Шкатулка, блин, шкатулка. Наверное, эта шкатулка где-то... Может быть, она в особняке? Ну, я не знаю, правда, я хз. Сейчас узнаю. Так. Шкатулка — это вопрос другой. Меня волнует момент с тем, зачем мне вообще эта канализация. Почему мне нужна канализация? Может, я что-то забыла? Ладно. Кто же убил Вивиан? Если у вас есть предположение, напишите в комментарии. Только я имею в виду предположения, не спойлеры, кто ее убил. Если вы точно знаете, а предположение как-нибудь. Типа. Предположение. Можно, пожалуйста? Спасибо. Вот сюда нам надо. Я думаю, это этот ключ, наконец-таки. Да, ура, я зашла сюда наконец-таки. Что это за место? Что за место? Че, просто проход? Очень странный просто проход, если честно. Ну ладно. Угу. А вот и канализация, к слову. Дайте я хочу посмотреть. Лезть должна прям, да? Только не порвись, пожалуйста. Там что-то лежит. Ключ? Нет, я не знаю, что это такое. Брелок какой-то, чешо. Это тоже фотка. Что-то там дата 05-26. 05-26. Найти на дне колодца. А чей это? Это его мамы? Это прекрасно. А что это нам дает? А можно я не буду лезть? О, господи, мне плохо от этих текстур. Да ладно, не гони. Спасибо.
Мы снова имеем кучу ключей и всяких кодов, но не имеем понятия, что делать дальше. Обожаю эту информацию. Обожаю, просто обожаю, реально. Окей. Музыкальная шкатулка. Где она есть? Я до сих пор не открыла даже комнату его, этого... Господи. Папаши. Может, музыкальная шкатулка в... этом... Ладно. Еще раз будем сейчас обследовать местность. Кстати, вот этот стол. Я немножко поставила паузу, потому что я думала. В итоге я надумала другой момент, не связанный с вот этим вот всем, а вообще про канализацию. Я немножко полазила по этим картам еще раз. И карты канализации вот. Канализация вход. И типа, я так понимаю, что можно через канализацию возможно попасть в больницу. Возможно. Типа, потому что там была закрытая дверь, которая была закрыта с другой стороны. Получается, что открыть ее никак не получится. Только если как-то зайти с другого входа. Я подумала, что эта канализация нам же зачем-то дана. Значит, я могу через эту канализацию пробраться в разные местечки, наверное. Для начала нам нужно найти этот вообще вход в канализацию. Вот этот. Вот здесь особняк. Он прям вот, типа вот от особняка вниз. Подожди. Особняк. Я спускаюсь. Где эта канализация тогда? Я спустилась. Где я спускаюсь? Я спускаюсь прям до переулка. Хоп. Старый канализационный вход. Я не туда, походу, пошла. Мне надо было спуститься через... Блин, подожди, почему на этих картах разный вход в канализацию? Я что-то не пойму. Или он разный вход, или я просто плохо понимаю. Так, стоп. Я вот так спускаюсь. Там, где развилка. Прям там, где развилка, по дороге. Я хз. Где вход в канализацию? Тут вообще по-другому нарисовано. Блять. Подожди. Канализационный вход. Как ты вообще выглядишь там? Особняк мэра. Вот я пришла туда, где вот это вот. Вот это вот.
и направо чуть-чуть пройти. Старый вход в канализацию. Где этот старый вход в канализацию? Я не понимаю. Он где-то в каком-то переулке или где? Где, блядь, старый вход в канализацию? Вот этот рынок. Там написано, вот, блядь, фермерский рынок, и чуть-чуть дальше него вход в канализацию, правильно? Где вход в канализацию? Какой это вход? Я хрипу, как его узнать? Я либо очень сильно туплю, либо очень сильно туплю. Я не знаю. Я грибу, я нашла. Короче, помните этот проходик к особняку, который вот этот вот лесенка такая, вот это вот, да? Вот там дальше особняк. Вот мы вот так вот бегаем, и вот там особняк, да? Блять. Вот она. Вот она. Распрекрасно. Это просто распрекрасно. Это лучшее, что я могла найти. Чудесно. Теперь еще раз. Карта канализации. Старт. Иду. Я грибашу. Куда иду? Вот я вошла. Куда я иду? Тут куда идти-то? Тут хорошо. Тут, я не знаю, я не смогу тут везде ходить долго. Хорошо, логически мне сюда. Карта канализации типа получше есть, потому что эта карта канализации меня только запутывает. Сложно. Вот хорошо, мы в канализации. Куда идти? Типа, если я... типа вот так вот, наверное? Типа вот сюда. Я не уверена, что тут что-то вообще будет. Закрыто. А что, так постучала, типа, или что? Верх заблокирован. Не сюда. Я, видать, ошибка. Ладно, я похожу, посмотрю. Если это вход, может быть, мне вот сюда? Ну, я в любом случае могу везде походить. Типа, почему бы и да? Ну, ёпты. Хорошо, что тут закрыто, то, что мне не нужно. Слушай, атмосфера, конечно, тут жутковатая в этом канализации. Какая-то развилка. О, господи, я тут запутаюсь, все, хамбец. Тут же ничего нет важного. Не думаю. Агась. Вот так мы и закончим. Потому что я запутаюсь в этой канализации. Я пришла с правой стороны. Сейчас я иду по левой стороне. Ну, я не думаю, что тут прям 100... Только хотела сказать, не думаю, что тут миллион развилок, в то же время развилки. Хорошо, что тут не открывается то, что мне не надо, Риля. Господи.
Ладно, это к лучшему. Вы спросите меня, почему не иду по карте. Потому что я не понимаю, куда идти по карте. Я просто не могу понять. Типа, я просто не понимаю. Она нерабочая, плохая карта. Да ёпты. Ладно, пошли сюда. Скажите, что здесь открыто, и я выйду туда, куда нужно. Синяя дверь. Конечно, все красные. Красные плохие, синяя хорошая. Все правильно. Это я сейчас где? Я... Морг. Пошли отсюда. Слушайте, ну его нафиг. Реально. Морг. Грибать. Мы в морге. Ну, давай полазим. Чё? Чё тут можно поднять? Стивен Мосс. Фотка. Ключ от чемоданчика. Фиг знает. Дневник. 16.04.97. Я звонил Дороти на прошлой неделе. Она рассказала мне кое-что интересное о Софии. Была загадка, которую она получила от Мэтью, когда только начала работать в особняке, что-то вроде подарка на день рождения. В этой загадке София предстояло посетить их с Мэтью любимые места в Пенскрике. В каждой локации есть подсказка, которую Мэтью написал на стене здания снаружи. Подсказка, если сложить их вместе, укажет на местоположение ее подарка. Ловко. Любимые места Софии. Гостиница, мост, почтовое отделение. Кому-то нравится почта, и где я могу найти любимые места Мэтью? 20.04. Сегодня утром пришло анонимное сообщение. Там утверждалось, что Скотт не был убийцей Вивиан. К сожалению, это все, что у меня есть. У меня были сомнения, действительно ли Скотт убил Вивиан. У него, конечно, был мотив, но прочитав все его дневники и посмотрев записи расследования, я считаю, что Скотт не убивал Вивиан. Напротив, он пытался выяснить, кто это сделал, а также, что на самом деле случилось с Эндрю, Ридом и доктором Джонсоном. Я до сих пор не знаю, кто был аноним, мужчина или женщина, но он укрепил мою веру в невиновность Скотта. Вчера я получила еще одно сообщение, в котором говорилось о Бернарде, дворецком особняка. Я чувствую, что этот человек пытается мне что-то сказать, но не совсем понимаю, что именно. В сообщении говорилось, что я найду что-нибудь в доме. Сегодня я получил ключ по почте с инициалами ДБ. Что это означает? Дом Бернарда? Я искал везде и читал все дневники Бернарда. Что-то не складывается. Может быть, это просто предчувствие, или я просто слишком много думаю, но действительно ли он убил Вивиан? В его записях есть что-то такое, что заставляет меня сомневаться в его причастности к убийству. Я фотографировал все страницы. Агась. А слушай, ничего не открывается? Ну, так, мало, на всякий случай просто, да? Не открывается, к сожалению. Жаль. Опа. Опа-на. Это ж мы сможем включить теперь... Как это называется? Свет, короче. Господи, блин. Ты дурачок, чешо. Я ж всралась. Да он с таким звуком его разблокировала. Он с таким звуком его включил. Ты шо? Я тут чуть не закончилась. А что у меня есть? Шкафчики. Ключ от комнаты. Ключ от чемоданчика. Шкатулка. Что-то связанное с загадкой какой-то. Непонятный ключ. Окей. Раз прекрасно. Раз прекрасно, знаете что? Да все это раз прекрасно. Что-то я могу сделать, хоть что-нибудь. Где я должна использовать его? Чемоданчик какой-то. Работает. Тут где-то, кстати, была комната. Офис. Это ж она, да? А, вот тут ключ-карта нужна. Вот тут ключ-карта надо.
Вивиан Робертс, аллея Мейпл, 29 мая, 93 год. Доктор Генри Джонсон, дорога Блэкпайн. Дорогой доктор Генри Джонсон, я хотела бы поблагодарить вас за большой вклад в общественную больницу Пенстрика и помощь жителям Пенстрика за 2 прошедших десятилетия. Однако нам поступил отчет, касающийся утери некоторых сумм денег, предназначенных для больницы. Большая часть этих денег поступала напрямую из фонда помощи Робертсов. Наш фонд выделял эти деньги, чтобы помочь вам с закупкой медикаментов и приборов. По причине пропажи суммы, оцениваемой примерно в $160 тысяч, мы вынуждены начать расследование. Пока вы не объясните разницу в наших и ваших подсчетах, мы временно приостанавливаем финансирование больницы. В скором времени я встречусь с вашим бухгалтером для выяснения проблемы, чтобы затем вернуться к стабильной поддержке нужд больницы. Интересные дела. Если в целом жесть какая-то. Опа. Дай. 203. Чарльзу Робертсу. Не знаю, является ли ваше письмо с угрозами шуткой, но если вы знали про колодец, то, должно быть, выяснили всю правду. Чтобы вы знали, ваша жена была одной из тех, кто за этим стоял. Если у вас есть какие-то обиды, решите это с ней, а не со мной. Я был лишь свидетелем смерти Софии, ничего более. Понятно, завтра отправлю это факсом. Я знаю, что произошло. Встретимся у Колосса в полночь. Ты знаешь, у какого именно. Приходи один. Понимаю. Это мы понимаем. К чему? Открой. Блядь. Дай мне прочесть вот это. Это нельзя прочесть, что ли? Походу, нельзя. Опа. Генри, я только что получила письмо от исследовательской фирмы, касающееся использования средств. Мне нужно, чтобы ты позвонил мне. Кто это? Генри, нам серьезно нужно поговорить. Пожалуйста, перезвони. Это Вивиан? Что происходит, Генри? Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Это очень важно. Кто это? Угу. Но здесь, кажется, больше ничего нет. Пу-пу-пу. 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 А где это место? Кстати, у меня есть комната, получится 32, это отлично. 302. Вот сюда. Нет, не сюда. Где оно? Стоп. Что это? А это читала, скорее всего. Я запуталась. Я запуталась. Где эта комната? Ладно. Где? Больница. 1 этаж. Что я тут ищу? Хрен его знает. А, вот сюда мне, господи. А тут пусто, собственно. Тут я уже была. Тогда что еще? Снова здравствуйте, мисс Робертс. Как вы поживаете? О чем мы должны сегодня поговорить? Подожди, мы это слышали. Медсестры уведомили меня о том, что вы не ели. Что-то не так с едой? Мы это слушали. Понимаем, что сейчас вам приходится тяжело. Ваш отец спрашивал о вас. Он хочет знать, может ли поговорить с вами. Окей, мы это помним, мы это знаем. Что-нибудь еще? Нет, значит, мне нужна комната 203. 203 на 2 этаже. 203 на 2 этаже. Это. Ага.
203 на втором этаже. Где тут лифт? Тут 3 этажа. А, тут 2 этажа и подвал. Лифт. Лифт. Я хочу на лифте. Лифты не работают по причине. Слышь, а по причине? Объясни. Ладно, 203. 201. 203. Кто у нас жил в комнате 203? Мне кажется, у меня это где-то записано. Где-то это должно быть. 203, Триша. Кстати, подожди, Триша, у меня что-то еще было за больницу и Тришу. Письмо, работает медсестра. Я ж тут что-то найду сейчас хорошее. В смысле закрыто, слышишь? Ладно. Множество книг. Открытый ящик. Почему он открыт, я не знаю, я его не открывала. Ага. Угу. Можно прочесть? Вестник Пенстрика, 17 ноября 95 года. Тело Скотта Брукса со множественными колотыми ранами в области сердца найдено бегуном. Полиция не знает, связано ли это с убийством Вивиан Робертс. Скотт Брукс, главный подозреваемый в деле Вивиан, был найден мертвым вчера. Его тело было найдено на обочине дороги вдоль аллеи Мейпл. Примерно в 6:50 утра бегун нашел тело, лежащее неподвижно за кустом на обочине дороги. Он остановился, чтобы проверить, нужна ли человеку помощь, но заметил, что тело было покрыто кровью. Он немедленно позвонил 911. Полиция прибыла около 7 утра, и жертва была объявлена мертвой. Предполагалось, что смерть наступила за 4-6 часов до этого, в результате чего установили, что инцидент произошел примерно в 1-3 часа ночи. Были подняты вопросы в связи с убийством Вивиан Робертс, главным подозреваемым в котором был Скотт Брукс. Он был освобожден из тюрьмы из-за недостатка улик. В связи с его смертью, произошедшей всего через несколько недель после его освобождения, возникает вопрос, является ли он настоящей жертвой. Ключ от комнаты. Дороти? Почему тут дневник Дороти? Вчера, услышав, что Скотт был задержан за убийство ее матери, Триша сошла с ума. Сегодня утром позвонили из больницы, чтобы сообщить, что это просто нервный срыв. Тем не менее, они предложили ей остаться там еще на несколько дней. Чарльз просит меня побыть с ней. Сегодня шел дождь. Триша всегда ненавидела дождь. Она оставалась в постели под одеялом почти весь день. Постоянно повторяла имя Скотта. Она несколько раз плакала, пока не уснула. Мне больно видеть ее такой. Чарльз навещает Тришу почти каждый день. Сегодня он был тише, чем обычно. Внезапно сказал мне, что Вивиан встречалась с другим. По-видимому, с каким-то банкиром больше года. Он спросил меня, говорила ли Вивиан мне что-нибудь об этом. Я сказала, что ничего не знаю, но была уверена, что Вивиан никогда бы этого не сделала. Потом я поняла, что Триша не спит. Не уверена, слышала ли она наш разговор. Сегодня пришел шериф Говард. Он спросил меня, не помню ли я ничего необычного в ту ночь, когда умерла Вивиан. Я уже рассказала ему все, что знаю. Это больно, когда снова и снова расспрашивают о том, что просто хочется забыть. Перед тем, как он ушел, я спросила, может ли Скотт действительно быть убийцей? Он сказал, что ему тоже интересен этот вопрос. Если Скотт не был убийцей, тогда кто убил ее? Дерек пришел, чтобы увидеть Тришу. Я спросила, как у него дела, и он рассказал, что медицинские расходы для Ванды оказались больше, чем он ожидал. Даже с помощью Чарльза он потратил большую часть своих сбережений, а сейчас ищет вторую работу. Дерек спросил меня, есть ли у него будущее. Путешествия с Чарльзом заставили его увидеть не самые лучшие уголки мира, а его мать госпитализирована с неизлечимым раком. И увидеть лучшую подругу Триши в таком состоянии было больно, и я не знала, что ему ответить. Прежде чем уйти, он наклонился к ней и прошептал: «Было бы лучше, если бы Скотт просто не появился. Ты бы выбрала меня. Лучше бы я никогда этого не слышал». Я грыбу. Вот это дела. Я нашла ключ, но я не поняла, от чего он. Чтобы вы понимали. Ключ в спальне найден рядом с дневником в палате 203. И что за ключ? Это распрекрасно, но я как бы ключ-то не знаю от чего. Ладно, нам, походу, опять в особняк.
Чемоданчик. Чемоданчик Морки. От чего это ключ? Чемоданчики Морки. Ну, подожди. Стивен Мосс. Господи, опять у меня куча ключей, которые я не знаю, куда деть. Ладно, нам все равно нужно заканчивать, поэтому продолжим в следующих сериях. Спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео. Пиу-пиу.